Всем привет, друзья! Для начала хочу сказать, что на этом видео я добавил субтитры на 12 языков. Вот на примере предыдущего видео показываю, что установка EPC и VIS. Тоже я добавил 12 языков, и вы можете смотреть на вашем языке, например, вот на японском или, не знаю, например, на французском. Вот. Сегодня я вам покажу установку программы Xcentric 2020-12, то есть последняя версия. Почему последняя версия? Потому что вот, посмотрите, начиная уже 2021.03 уже нужен логин и пароль, то есть зарегистрироваться на Daimler. Поэтому как бы это последняя версия, что можно без регистрации работать в нем. Также на канале есть видео установка Xcentric 2016-2018. Введем через OpenPort, через mini-VCI. Есть видео DTS Monaco установка. Также уже есть установка EPC и VIS. Все эти ссылки я оставлю в описании под видео. Для начала откроем панель управления, учетные записи пользователей, изменение параметров контроля учетной записи, ползунок опускаем сами вниз, нажимаем ОК. Закрываем окно. Откроем папку, которую вы скачали. Откроем вот эту папку. 2012 финал. Также давайте покажу, что мы устанавливаем на Windows 10 64 бит. Вот 64 бит Windows 10. И также давайте покажу, что на диске C до установки свободно 102 гигабайта. В конце посмотрим, сколько места нужно для установки Xcentric 2020-12. В папке 2012 финал правый клик на файл старт, запуск от имени администратора, запустить. Здесь выбираем язык, который нам нужен. Вот здесь очень много языков: английский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, русский, французский, японский и так далее. В нашем случае это русский. Нажимаем ОК и установить. Нажимаем далее, выбираем я клиент из США, Канады. Далее. Принимаю. Далее. 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 Установить. Нажимаем «Готов» и перезагружаем компьютер. Этот файл на рабочий стол. Программа для зажигания. Запускаем драйвер для OpenPort. Устанавливаем. Запускаем программу Xcentric. Выбираем наш OpenPort, либо
устройства, которые у вас есть. Окей. Как я уже сказал, в версии 2020 не обязательно регистрация, просто закрываем с крестика. Все у нас в Xcentre работает. Закрываем программу Xcentre. Запускаем Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Add-ons Center. Если у вас при обновлении появляется вот такая ошибка, то решение проблемы в описании под видео, я ссылку оставлю там. Либо вот подсказка появляется на правом верхнем углу. А у кого нет ошибки, просто продолжаем установить аддоны. Установка аддоны занимает около 2-2,5 часа. Все, у нас обновление найдено, аддоны установлены, закрываем, завершить Add-ons Center. Смотрим, вот свободное место 22,8 гигабайт. То есть для полной установки 2020 с аддонами нужен 80 гигабайт свободного пространства на диске C. Заново запускаем Xcentre Diagnosis. Окей. Также покажу, что даже после установки программы Xcentre тоже возможно изменить язык программы. Вот заходите сверху системные установки, общие, установка языка, и вот здесь можете изменить язык программы. Например, вот давайте выбираем английский, применить, окей. Перезапускаем программу. И у нас уже программа будет на английском языке, либо на язык, который вы уже выбрали. Вот программа уже на английском языке. Также давайте проверим HUS. Это Xcentre Update Service. При онлайн-кодировке это обязательно. Вот видите, StarKey действителен. Вот StarKey valid. И вот снизу тоже видите галочки. Значит, все у нас в порядке. Так, друзья, в конце, как обычно, покажу, что программа работает через OpenPort. Вот. Сейчас также покажу, что программа работает, и на этом закончим. После перезагрузки запускаем программу Xcentre. Нажимаем ОК. OpenPort через автомобиль Mercedes W212 E-класс 2014 года.
Вот программа 2020-12, последняя версия, как уже я сказал. Закрываем. Выбираем автомобиль. Выбираем E200 седан. Выбираем АКПП. Вставляем галочку для зажигания. Подключил зарядное устройство, а то батарея полностью разрядился. 6,15 амперов. Вот уже 11,7. И на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если кому надо программа, пишите в комментариях. Всем спасибо и удачи на дорогах.